Посмотрите, какие чудесные слои, и само тесто слоеное. И благодаря корице отчетливо видно, где у нас с вами начинка, и как вот такой маленький тортик или пирожное получается. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные слойки. Здесь у меня 200 граммов муки, и я добавляю чайную ложку разрыхлителя и также четверть чайной ложки соли. Перемешаем муку с разрыхлителем и солью. Пересыпаем муку в какую-то большую миску, в которой вам будет удобно натирать сливочное масло. Берем терку, 100 граммов сливочного масла, обмакиваем масло в муке и натираем. Каждый раз обмакиваем, чтобы у нас с вами получалась крошка. Или можно вот так вот натереть и перемешать, чтобы стружка из масла сразу обволакивалась мукой. Теперь берем и все вручную перетираем. Нам не нужно, чтобы получилась равномерная крошка. Главное, чтобы все сливочное масло было покрыто мукой. И вот посмотрите, что у нас получается. Есть чуть больше кусочки сливочного масла, есть чуть меньше. Это то, что нам и нужно. Таким образом тесто будет более слоеным. Добавляем 100 граммов кефира и аккуратно замешиваем тесто. Тесто не нужно слишком долго вымешивать, чтобы масло у нас не таяло. Нужно просто объединить его в единый ком. Вот, посмотрите. Собрали тесто и разделяем его на 5 частей. Вес каждой части теста будет около 80 граммов. Берем каждую часть теста и вот так вот ее округляем, чтобы нам было проще ее потом раскатать в круглую лепешку. Как сырнички. Тарелку посыпаем мукой, чтобы шарики теста, не шарики, а шайбочки теста не прилипли. И выкладываю их сюда. Всего 5 штучек. Сверху накрываем крышкой или пищевой пленкой и ставим тесто на 30 минут в холодильник. Смешиваем 50 граммов муки, 10 граммов ванильного сахара и 60 граммов обычного сахара. Перемешиваем вот так вот рукой. Сейчас мы с вами будем делать крошку для прослойки слоек. Добавляем корицу, если любите. Если нет, то не добавляйте, конечно же. Перемешиваю. Корицу добавляйте по желанию, как вы решите. Я добавила половину чайной ложки. Теперь берем 50 граммов сливочного масла и тоже натираем на крупной терке. Делаем то же самое, в принципе, что и делали с тестом. Нам нужно получить крошку ароматную, сладкую и вкусную. Здесь же наоборот, мы стараемся, чтобы крошка была максимально равномерной, насколько это возможно. Но, конечно же, не переусердствуйте, потому что руки у нас теплые, масло начинает таять, и наоборот, еще больше комкуются отдельные крошки. Через 30 минут достаем тесто. Эти же шарики еще можно снова поставить в холодильник, можно оставить на столе. И крошка, кстати, тоже стоит еще в холодильнике. Начинаем раскатывать круглую лепешку. Посыпаем мукой, чтобы тесто не прилипало. Тоненько раскатываем тесто. Можно его раскатать прямоугольником, можно квадратом. И слойки вы можете тоже сделать абсолютно разной формы. Я буду делать в форме кусочков. Как на торт мы нарезаем торт, вот такие у меня будут тоже кусочки, слоечки. Итак, раскатываем каждую лепешку. Не нужно добиваться, чтобы она была вот слишком прям уже у вас идеально ровной. Тогда вот так вот переносим при помощи скалки, потому что тесто очень нежное. Переносим тесто на пергамент. Раскатываем следующую лепешку. Если вы куда-то спешите, то тесто можно положить в морозильную камеру где-то на 10-15 минут. Весь смысл того, что мы кладем тесто в холодильник или в морозилку, в том, чтобы оно у нас стало более плотным и меньше прилипало. Если вы спешите, то кладите в морозилку. Если не спешите, то можно тесто оставить спокойно в холодильнике не на полчаса, а можно и на дольше, минимум на полчаса лучше. А так можно, как вам удобно. Можно замесить тесто с утра, а вечером испечь слойки. Крошку разделяем на 4 части знаком БМВ. Высыпаем крошку, 1/4 ее часть, на первый слой теста.
по всей площади. Вот так вот распространяем, чтобы у нас везде была эта вкусная ароматная крошка. И выкладываем следующую раскатанную лепешку. Эту часть теста тоже посыпаем крошкой. И теперь раскатываем третью лепешку. Получается у нас 3 слоя теста и 4 слоя из крошки. Сейчас выкладываем следующую, снова посыпаем крошкой и продолжаем, пока у нас не закончатся все лепешки и вся крошка. Теперь разрезаем на отдельные слойки. Вы можете сделать их квадратными, прямоугольными, а можете такими, как буду делать я, в форме кусочка тортика или пирога. Или пиццы. Вот посмотрите, какой у нас интересный получается десерт. Теперь каждый кусочек раздвигаем, чтобы у них было место и они хорошо пропекались со всех сторон. Выпекаем при температуре 180 градусов ориентировочно 30 минут до полной румяности. Посмотрите, какие у нас чудесные слойки. Они так ароматно пахнут на всю квартиру, создавая уют и такое домашнее ощущение счастья. Что еще нужно? Такая прекрасная печенька с чаем. Пахнет корицей, ванильным сахаром, сливочным маслом. Красота. Сверху можно посыпать сахарной пудрой. И посмотрите, какое у нас роскошное печенье слоеное получилось внутри. Что еще нужно? Такая слойка и чашечка чая или кофе, или молока. Кстати, вы сюда еще внутрь можете добавить измельченные орешки, но это уже будет совсем другой рецепт. Слойки получились просто фантастические, нежные, невесомые, хрустящее слоеное тесто, и внутри вот эта крошка, она делает как бы начинку. Оно, как мини-пирожное из песочного теста, такого слоеного. Посмотрите, какие чудесные слои, и само тесто слоеное. И благодаря корице отчетливо видно, где у нас с вами начинка, и как вот такой маленький тортик или пирожное получается. Такой интересный рецепт вы можете проэкспериментировать и порадовать свою семью. Я уверена, что все будут в восторге. Пока, до новых вкусных рецептов!